Друзья, всем привет! С вами Дмитрий, мой канал Дмитрий Холланд. Сегодня я хотел бы поговорить о такой интересной и замечательной группе, которая выпустила больше 250 миллионов альбомов по всему миру, которая входит в четверку лучших групп мира по версии там Rolling Stone. Такой журнал есть. В 2004 году она была удостоена это звание. То есть первый был Beatles, второй Боб Дилан, и она на 4-м месте стоит. Эта группа. Я пока еще не говорю, что это за группа, а вы потом все поймете. Вы пока не переключайтесь, потому что я хочу вообще поговорить про музыку. У меня на канале уже было видео про музыку, про голландскую музыку. А теперь я хотел бы просто поговорить про музыку с вами. И хоть я не являюсь фанатом этой группы, но просто ее творчество внесло в историю мировой музыки такой огромный вклад, просто огромный, его невозможно оценить. Поэтому я решил пойти сейчас в музей. У нас, где я живу, в Голландии, есть музей здесь, в городе Гронинген. Вот я вам сразу покажу, как выглядит голландский музей. Там проходит большая выставка, экспозиция, посвященная этой группе. Там целых 3 этажа я прочитал. Вот. Поэтому я, конечно же, решил не упустить шанс и посмотреть, поснимать, почитать все, там, полазить, разнюхать и рассказать вам, что и как. Вообще у меня по жизни идут 2 увлечения со мной вместе. Это первое, это фотография, сейчас уже и видеосъемка в том числе. Я ее начал еще в 3-м классе или в 4-м. Мне там родители купили советский такой фотоаппарат FET, ой, не FET, сори, Смена 8М. И вот тогда я начал увлекаться фотографией. И затем еще одно увлечение — это музыка. Музыкой я стал увлекаться не написанием, а просто слушать музыку, читать про музыку, про историю, про какие-то группы музыкальные, артистов. Я начал еще где-то в 1985 такого году. Помню, мне отец принес кассету, тогда была еще такие кассеты, если кто помнит. И на ней было записано с одной стороны Boney M, а с другой стороны Alphaville. Такое странное сочетание. Boney M, мне понравился, прикольно. Вот, а вот Alphaville мне тогда вообще офигенский альбом, мне понравился так. С этого вот начался именно группа Alphaville, это немецкая группа. Они и сейчас, кстати, выступают. Вот, началось мое увлечение музыкой. Я начал покупать сначала кассеты. Нет, сначала я покупал бобины. У отца был такой бобинный магнитофон Маяк 205. Если кто в курсе, то знает эти все темы, эти музыкальные устройства. Вот, и сейчас сюда, наверное, покажу больше. Вот. И потом я покупал бобины с различными стилями, направлениями. У меня не было какой-то такой зацикленности, что слушать только металл или слушать там только панк. Все было у меня в моей жизни. Sex Pistols фанател, помню. Вообще я Sex Pistols помню тогда так фанател, это просто офигеть можно. В школе мы на школьных дипломатах мы писали Sex Pistols, там AC/DC, а это же был Советский Союз, и это все нельзя было, все запрещено было. И учителя вызывали к директору постоянно, чтобы стереть это все, так прикольно это было, конечно. Те времена, это офигенские времена, серьезно. Вроде бы ничего нельзя было, а вроде бы все можно было. Уже такой ветер, 86-й год, такой ветер перемен, потихоньку, он еще не был, но он уже начинал чуть-чуть витать в облаках. Вот. У меня был металл, много собирал различных хэви-метал групп, Metallica, Accept, там, Judas Priest, AC/DC. Потом я уже на многих побывал на концерте. Вообще, если бы мне кто-нибудь в 86-м, 7-м, 8-м году сказал, что я попаду на концерт AC/DC, я бы рассмеялся, как это так, живя в железном занавесе, или в Советском Союзе. И сказали: о, ты потом в 2000-м будешь на концерте AC/DC, или там Metallica в 2004-м, или там Guns N' Roses, или так далее. Я бы просто рассмеялся. Причем, я говорю, не зацикливаюсь на направлениях и стилях. Я вот был в 1990 году на концерте «Ласковый май», он приезжал тогда в наш город с Юрой Шатуновым, еще он таким пацаном был, ему там 15 лет, по-моему, или 16 было. Вот. И также я потом уже, когда повзрослел, ходил на всякие вот эти роковые вещи, серьезно, на блюзовые фестивали различные, я здесь в Голландии ходил. Собирал я вот в Советском Союзе бобины, у нас там был такой музыкальный центр, молодежный музыкальный центр, так он назывался. Там можно было бы записать за определенную плату, по-моему, 30 рублей тогда стоило бобину купить, и на ней запись будет с 2 сторон. Вот, я собрал, по-моему, около 100 бобин. Вот, и потом я, когда вот уже
думал, что я буду уезжать в Голландию. Я просто подарил одному моему знакомому. И надеюсь, он до сих пор слушает. Там очень интересная коллекция. Но вот, кстати, этой группы, которую я сейчас хочу рассказать вам, показать этот музей, эту выставку, там ее не было. Я ни разу не покупал записи этой группы. Ни разу. Я не являюсь, как я уже сказал, фанатом этой группы. Просто, я говорю, она настолько велика, эта группа, что вот побывать на таком вот мероприятии, считаю, обязательно надо. Потому что, например, вот я хотел сейчас билеты купить. Я не сейчас, а 2 недели назад. Я смог только купить на сегодня. У нас сегодня какой там 11 декабря. Вот только на 11 декабря смог 2 недели назад купить. Билеты разбирали просто как горячие пирожки. Но это связано еще с тем... Девочка что-то... Но это еще связано с тем, что у нас здесь пандемия, вот эта вся фигня, и запускают в музей по определенное количество людей. Ну вот смотрите, я вам показываю, где я иду. Практически вон музей уже пришел. Сейчас буду показывать вблизи. И буду за ним рассказывать. Так вот, я первую группу, которая был, даже это была не группа, это был блюзовый музыкант, на концерте которого я побывал. Это группа, что за группа? Это музыкант Гарри Мур. Если вы знаете актрису Деми Мур, вот она получила свою фамилию от Гарри Мура. Он ее был мужем. Вот. Это было в 1999 году, здесь в Хронингене, я был на концерте, был офигенский концерт, он офигенский, классно играл, правда, вот он года 2-3 назад умер. А вот это такой речная пристань маленькая, или канал, это не река, а канал. Если, допустим, кто-то из Германии смотрит, и они хотят посетить город Гронинген на севере Голландии, и что-то чем-то себя занять, вот, пожалуйста, здесь 8 евро, и по кольцу, вот это... Как бы вот этот остров, куда моя камера смотрит. И вот такой кораблик небольшой вас покатает 45 минут. Так, и вот уже подхожу к музею. Вот видите впереди эмблемку. Я думаю, музыкальные фанаты узнали. Это эмблема Rolling Stones. И сейчас я иду именно вот в этот музей посмотреть выставку, посвященную этой группе. Аж немножко такая дурочка, как будто я на концерт иду. Хотя концерт этой группы был в 2000 году у нас здесь в Хронингене. Жалко, я не успел, не смог билет купить. Вот, их сразу раскупили, короче. Так, друзья, узнали? Вот они, малышки. Даже специально к этой выставке соорудили вот такой вот, я не знаю, как это правильно сказать, такой вот вход. Просто, здесь аккуратно надо, а то на велосипеде можете поехать куда-нибудь вместо музея. Так, я уже нацепил маску, здесь все в маске ходить. Вот, надо еще 3 минуты подождать, потому что у меня здесь по времени здесь все. Прикольно, даже сразу маску мне дали. Ну все, друзья, давайте, не переключайтесь, надеюсь снять вам интересный репортаж с голландских музеев. Так, вот смотрите, вот начинается здесь экспозиция. Надеюсь. Я не буду все рассказывать. И каждый может взять, почитать про Rolling Stones. Просто я покажу, как голландцы приучаются к музыке. Потому что я смотрел, там с детьми стоят. Вот. Все направления популярны здесь, в том числе и рэп. Люди здесь не грузятся на одном направлении, не ругают друг друга. Вот ты слушаешь рэп, а я слушаю там рок. Нет, здесь все так доброжелательно относятся, и поэтому такое вот популярно здесь очень. Вот, посмотрите, какую лестницу. Я раньше здесь был 2 раза. Один раз здесь выставка из русского музея была. Мне так понравилось, русских художников. Но вот это и не было. Это, скорее всего, я читал, что не надо, перестроили этот музей. Внутри, то есть все, ремонт какой-то сделали. Все, друзья, давайте еще смотреть дальше, потому что там был вход, Rolling Stones. Видите, не знаю, это все, они знают, сама эта группа, что здесь проходит такая выставка или нет, сейчас все узнаем. Так, как ни странно, просто сегодня пятница, да, вот сейчас там 4 часа дня, просто сколько народу здесь сейчас, полный зал. И это я говорю, я купил последние билеты на пятницу, потому что, хотел поснимать, до Нового года это все. Потому что до Нового года почти билеты все раскуплены. Вот смотрите, здесь так прикольно сделали. По годам, допустим, 2015 год и их гастрольное турне. Офигенно сделано. В каких городах они ездили.
в 2016, вот, в 2019 году. Ну, в 2020 нету. Ха-ха-ха. И знаете, сколько всего концертов было, они дали за всю свою гастрольную жизнь? 2000 концертов, блин, офигеть можно. Группа сама образовалась в 1962 году, только она там по Англии, в Великобритании. И вот в 1964 уже понеслась. В Америку по карьере. Прикольно, растет их популярность и растет концертная деятельность их. Народ, не подумайте, это не мою кухню я снимаю. Это типа, я так думаю, что голландцы так этим самым и показали, какой творческий беспорядок у них творился на кухне у Rolling Stones, у артистов, Мик Джаггера, там, Кейт Ричардса. Ну, прикольно. А это, наверное, их не спальня, вот так вот они спали. Ну, ничем не отличается. У моей дочки, по-моему, точно так же. И у сына. Постоянно кричу на них, чтобы они убирали за собой все. Видите, какой у творческих людей, какой вот творческий порядок. Ну, типа типичный такой английский стайл, серьезно. Серьезно, мне так вот и Англия это напоминает. Сейчас они, конечно, живут уже в дворцах, и уже у них там звание сэра. Но когда-то они начинали вот так вот. А тут, наверное, их зал, жилая комната. Там была спальня, вон и гитарка стоит уже такая. Не знаю, к сожалению, как она называется, эта гитара, но, скорее всего, какая-то хорошая. Так, а у нас что-то дальше. Ну вот, уже первая их ударная установка. Первые плачущие женщины на концертах. Вообще, эта группа, я читал, продюсер их, как вам сказать, противоположность сделал Битлз. Если Битлз такой пели слащавые песенки, то Rolling Stones, они наоборот, такое, мальчиши-плохиши были такие, знаете, проказники. Так, здесь стоит что-то гитара Кейт Ричардса, 12-струнка. Это электрогитара, тоже Кейт Ричардса, Meteor H70. Все оригинально, кстати. Так, это Брайан Джонсон, электрогитара. Так, показываю, может быть, кому-то фанам будет интересно все это смотреть. Так, это я не знаю, что за музыкальный инструмент. Брайан Джонс, Фокс, Ду Саймер. Не знаю, что это такое за инструмент, ребята. Сори, мой английский очень плохой. Вот так они так выглядят. Тут, скорее всего, показано, как в какие-то различные года они одевались, какие одежды, или что, я не знаю. Надо искать, смотреть. Ну, скорее всего, так вот, да. Их одежда концертная. Я не знаю, это, да, Мик Джаггер, видите, да, написано, 72-й год, как вот они одевались, 75-й, 69-й, 70-й. Да, я спросил только что там у охранника, он в курсе, да, сказал, все оригинальное, поэтому в каждом зале стоят охранники, вот, предоставили это все сами Rolling Stones, участники этой группы. Так что, друзья, вот так вот, посмотрите, сколько здесь стоит всяких манекенов с их одеждой. Так, идем на второй этаж. Вообще, начинается с первого этажа, потом на второй и на третий. На 3 этажах, кстати, экспозиция проходит. Представляете, какая грандиозная выставка у нас здесь, в Голландии, в Хронигене. Так, ну смотрите, опять гитара Мик Джаггера. Все это они предоставили, я уже спрашивал еще, повторюсь, гармоники, губные гармоники. Так, друзья, смотрите, какие еще гитары Кейт Ричардса. 57 год, Gibson Les Paul, кастомная гитара. Посмотрите, какая, сейчас отдалю чуть-чуть. Вот, 60-го года Мэттон и G240 Natural. Блин, ну офигеть можно. 87-го года Music Man, Silicon White, что-то такое. Теперь я понимаю, почему, вход в этот музей стоит, в эту экспозицию 30 евро. Реально классные вещи здесь показаны этой группы. Вон еще посмотрите, сколько у Кейт Ричардса этих гитар. 72 года только посмотрите, в 71 году. Офигеть можно. Смотрите, друзья, какое произведение искусства. Ронни Вуда гитара. 71 года, тоже кастомная, то есть ручной сборки все.
Еще вот одна гитарка Ронни Вуда, Зематис, Black with Pearl. Офигеть можно. Да, любителям Rolling Stones здесь будет действительно что посмотреть. Так, друзья, смотрите, здесь вот воссоздана Olympic Studios. Там 67, 68, 69, 70-е годы они там записывались на ней. Вот здесь написано, видите, 68, 67, 70-е годы, 71-й. Вот так вот она выглядит. И посмотрите, блин, здесь полностью все воссоздано. Как музыкальные инструменты располагались, полностью все. Здесь написано даже подробно, что именно вот так стояли, вот так в последовательности. О, классный альбом, блин, там в каком 96-м, по-моему, или 97-м вышел альбом Bridges to Babylon. Офигенский альбом, один из самых любимых. Не знаю, Rolling Stones мне намного, если взять, допустим, Beatles, английскую группу, британскую, и Rolling Stones, то, конечно, я выберу всегда в пользу Rolling Stones. Я не знаю, почему люди так сходят с ума по Beatles. Они там просуществовали всего лишь там сколько, 8 лет. Ну и как бы вот все. А эта группа 62-го Rolling Stones существует по сегодняшнее время, практически в том же составе, что и раньше. Друзья, вы посмотрели только что видосик про мой поход в музей, где вы увидели историю про Rolling Stones. Вам это все понравилось, надеюсь. Вы поставили лайк, подписались на канал, рассказали про это видео своим друзьям. Я уже как какой-то профессиональный блогер это все рассказываю. В общем, друзья, до новых встреч в эфире. С вами был Дмитрий Покедова.